Я снова полюбил яблоки. Как бы я ни клялся себе, что больше не куплю ни одного огрызка, как бы я ни пытался его заменить пикселями, самсунгами, нафингфонами и другими смартфонами, в любом случае я вернулся в свое родное болото. И вот он у меня в руках, iPhone 16. Я откладываю свой Samsung в долгий, глубокий, темный ящик. И больше к нему не возвращаюсь. Поздравьте меня, я снова заложник компании Apple. Теперь я хочу экосистему от Apple. Наушнички, MacBook, iMac, колонку от Apple. Итак, несколько причин взять себе iPhone 16 в 2025 году. Первопричин, чтобы вновь перейти на Apple, было огромное количество. Как минимум, некоторые программы, которые специально оптимизированы под телефоны от Apple, мне нравятся больше, чем на Android. А как максимум, признаюсь, я скучал. Если вы следите за моим каналом, вы видели, что на протяжении всего года я делал обзоры исключительно на айфоны. Но основной мой телефон был Samsung. Каждый раз, когда я брал себе новый iPhone на обзор, я его оставлял минимум на месяц. Я не мог распрощаться с этими устройствами, и мне было очень неприятно их продавать или как-то от них избавляться. Ушел я с Apple по базовой для всех юзеров Apple причине. Мне захотелось что-то нового, что-то необычного, того, чего мне еще не приходилось узнать. Щадить как-то Тима Кука и говорить, что он молодец, высрав полное говно, я не буду. Начнем с того, что если сравнивать этот телефон с условно прошлогодним iPhone 15, он полное говно. Абсолютно никак не поменялся, не считая того, что камеры вновь передвинули. Добавили кнопку регулировки камеры, которая абсолютно не нужна. Больше этот телефон никак не изменился. Но мы будем его рассматривать в качестве девайса, если человек условно никогда не пользовался айфоном и его купил, или перешел с какой-то древней модели по типу iPhone X, 8 и так далее. Поэтому сразу скажу, если у вас iPhone 13, 14, прошки этих моделей, 15 тем более, не смейте покупать 16 серию. Не буду никак хвалить этот телефон, материалы, из которых он сделал, мне абсолютно не нравятся. Я очень боялся, что компания Apple прибегнет к такому материалу корпуса, как на Pro Max, прошках и остальных устройствах рангом повыше, и они это сделали. Задняя крышка мне больше была привычна на старых моделях. Здесь же матовое стекло. При том, что это стекло дорогое, но оно не ощущается так, как обычно ощущаются телефоны от компании Apple. Может быть, это просто предвзятость с моей стороны, и я просто не привык к новым материалам от Apple, но лично для меня они полное говно. Вот, к примеру, у меня в руках iPhone 16 и iPhone 13. И лично для меня iPhone 13 ощущается более премиально и надежно, чем iPhone 16. Материалы корпуса — это материалы корпуса. А что же нового добавили в 16 iPhone? Камеры изменили, теперь больше нету легендарного рычажка выключения звука и новая кнопка камера контрол, которая тебе мешает. Лично у меня единственный пример использования этой кнопки — открытие искусственного интеллекта, потому что я не знаю, как его открыть по-другому. Проще говоря, эта кнопка лично для меня чисто на 2 денечка позабавиться. По факту, самое существенное, что было добавлено, это кнопка беззвучного режима, которую можно забиндить под другие задачи. К примеру, запуск записи диктофона, смена режимов по типу не беспокоить и так далее. И в целом все. Туда можно, кстати, даже поставить кнопку открытия камеры, хотя получается так, что она как бы и наверху, и внизу, и зачем вам столько кнопок, если можно еще забиндить касание задней панели, которая тоже открывает камеру. Новый процессор A18 Bionic, один из самых мощных процессоров в мире. Чтобы проверить производительность этого процессора, мы запустим на нем все части Resident Evil, доступные в App Store. Если говорить в общем, очень хорошие результаты показывает iPhone 16 в тестах Resident Evil. Все части запускаются отлично и показывают в среднем стабильные 30 FPS, но бывают и сильные просадки, особенно в тяжелых сценах, когда прогружается замок в Resident 8, тоже очень сильно подлагивает. Но из-за маленького экрана это не так сильно ощущается, играть очень комфортно. Особенно если подключать к нему геймпад. А насчет повседневного пользования телефоном, процессора, естественно, хватает, за глаза. И благодаря этому процессору у нас появляется Apple Intelligence. В общем, полезная функция, которая почему-то не работает на предыдущих поколениях других процессорах. Как часто я пользуюсь Apple Intelligence? Как часто я им пользуюсь? Да не знаю, там чисто, 2 раза такого ебать, прикольно и все.
Прикольно. Примерно так я пользуюсь Apple Intelligence. Работает это все криво, а поскольку мы работаем на российскую аудиторию, оно еще и в России на русском не пашет. Насчет автономности моего iPhone 16. Сейчас мне его хватает ровно на 1 день. Но это когда он из коробки, новенький, у него полностью 100% аккумулятор, и ничего с этим телефоном не происходило. Через полгода никто не отменяет того факта, что этот телефон снизит в своей производительности раза в 2, а то и в 3. Короче, автономность сейчас отличная, но время покажет. А теперь самое интересное. То, что интересует каждого Apple-дрочера и юзера телефонов в качестве камеры. Сама камера. Классные снимки, крутая видеосъемка, охренительный ширик, высокопиксельное разрешение фотографий. Все это было на прошлом iPhone 15. Подредачили широкоугольную камеру и сделали ее более качественной. А еще добавили фотографии с высокопиксельным разрешением 48 мегапикселей. В некоторых моментах iPhone может задействовать все 48 мегапикселей, но зачастую даже 24 он не использует. Классная ночная съемка, классные снимки днем, офигенная запись видео, 6-кратный зум и 10-кратный на фотоаппарате. Классная стабилизация, вот она перед глазами. Очень хорошо стабилизируется картинка, но это все уже было и на 15 и на 14 айфоне, и сейчас чуть-чуть улучшено. В общем, камера очень крутая, на нее можно снимать классные футажики, кто-то даже фильмы и клипы снимает на эту камеру. А еще из-за того, что я очень долго пользовался Samsung, где качелька громкости с качелькой выключения находится примерно на одной стороне, я постоянно случайно нажимал Emergency Call на айфоне, несколько раз тыкая кнопку выключения. Но это дело привычки. В общем, если смотреть на этот телефон изолированно, он очень классный. На него можно круто снимать видео, делать фотографии, ночной режим просто потрясающий. Покупать его в 2025 году в целом актуально. Если вы, к примеру, переходите с более-менее старого айфона на новый, или же если вы переходите с андроида на iPhone, как это сделал я. Гаджет меня очень сильно порадовал, особенно новая операционная система iOS 26, но об этом в следующем видео. Подписывайся на мой телеграм-канал, там я частенько делаю различные розыгрыши, а в скором буду делать розыгрыши на вещи с обзоров. Не забывай нажать лайк под этим видео и написать свой комментарий. Я готов обсудить с вами каждую тему, касающуюся iPhone 16. Спасибо тебе большое за просмотр этого видео, с тобой был Алексей, пока-пока.